Ну, на самом деле, у меня как-то очень странное отношение к этому делу. А именно? Ну, я девственница. Помогать в бронировании билетов, гостиниц, организация встреч, потом где-то с кем-то пообщаться, позвонить кому-то, да, приехать вместо него. Ну, скажем так, правая рука. Ну, конечно, это подразумевает под собой и интимный характер, да, интимную связь. Вот. Хотелось бы от тебя услышать, был ли у тебя опыт уже работы помощником руководителя, скажем, такого плана? Ну, если именно о работе говорить, то администратором работала, я помощник управляющего, главный администратор. А именно, когда была интимная дружба, скажем? Такого не было еще. Не было, да? Да. Хорошо. На какую зарплату ты рассчитываешь? Минимальную и максимальную? Назови пределы. Давай назовем от и до. Ну или от назови лучше. Ну, от 70. От 70 тысяч, да? Хорошо. Ну, я думаю, в любом случае мы какие-то компромиссы найдем. То есть, если ты понравишься, потому что ты понимаешь, что здесь очень важно именно личная симпатия. Очень Да, важно. да, конечно. Вот, ну, в принципе, я могу там какие-то дни в институте пропускать, то есть у меня нет такого, что мне нужно ходить каждый день обязательно. У меня есть дни, которые полностью свободны, например, в четверг я полностью свободна. Вот, в пятницу тоже не принципиально ходить, то есть как бы... В принципе, на учебу можно очень подзабить момент. Да, да, в принципе, да. Единственное, вот у меня только среда, день, который пропускать мне нельзя вообще никак. Вот, а все остальное, в принципе... Ну, хорошо. По зарплатным, так скажем, ожиданиям, что у тебя? Зарплатным пожеланием работы и вместе еще и с отношениями. Ну, Конечно. Ну, 100 тысяч. 100 тысяч. Ну, да. Ну, что для тебя неприемлемо? Ну, скорее всего, анальный секс мне будет очень сложно, потому что у меня опыта практически никакого нет. Хорошо. Хорошо. Так, ну тогда назови, скажем так, стоимость, которая тебя бы устроила. Ну, оплата ежемесячная. 60 тысяч. 60 тысяч, да? Хорошо. Если бы мы подняли, скажем так, стоимость до 80, до 90, можно было бы позволить больше? Да, в принципе, это можно. Хорошо. То есть такого формата отношения... Нет, это лишь первый опыт. Такого формата отношения для тебя не являются зазорными в моральном плане? Нет, я отношусь пока спокойно. Просто лично для меня это первый опыт. Ну, что-то новое. Тебе это просто какой-то интерес или какие-то проблемы у тебя в жизни? Нет, у меня проблем нету, просто, во-первых, я люблю секс, и почему я могу заниматься сексом, и за это мне никто ничего не платит, то есть просто, возьму там парня и... Ну, меня, например, я не плачу за секс. Да, Ну, я, например, с тобой переспала. Или я могу за это какую-то выгоду получить. Ну, хотя это считается как бы, как связано с проституцией, думаю. Но хотя... ну, по сути, да. Но я это все-таки исключила. Я понял. Хорошо. Слушай, а вот то, что у него семья, дети, это тебя вообще нисколько не смущает? Семья, дети, что? Без проблем, да? Ну, то, естественно, его жена же, как бы, она не будет знать о том, что... Мне кажется, если она умная женщина, она все равно будет догадываться об этом. Ну, главное для тебя это не проблема Но вообще. я никогда не считала, что семья мешает отношениям. Назовем это отношениями. Ну да. Ты принимаешь эту работу абсолютно осознанно или у тебя какие-то проблемы в жизни? Осознанно. Ну, то есть, в принципе, тебя это устраивает? Ну, вполне, да? То есть, духовно ты принимаешь, да, такую работу? Да. Ну ладно, это важно, потому что... Нет, я не думаю из крайности в крайность, у меня нет каких-то серьезных финансовых проблем. Я великолепно живу, просто мне нужна именно такая работа. Надоело?
получаю 30 тысяч в месяц, работаю администратором, где мне вносят в Москве абсолютно все люди. А так намного лучше. Тебя это, то есть, нисколько не Ну, на останавливает? самом деле, у меня как-то очень странное отношение к этому делу. А именно? Ну, я девственница. Серьезно? Да. В смысле, восстановленная или Нет, в смысле, натуральная? Натуральная. Ну, то есть ты, будучи девственницей, сразу готова... Цена вопроса. Ну, ты назови. Ну вот, Тем более у нас тут особые условия, как оказалось. Давай так, сколько тебе вот было прям вот приятно денег получать? Ну, в рамках, да, в рамках разумного. ну 30 нет. Ну, естественно. Ну, где-то Ты не стесняйся. 80. 80. Ну, вполне в рамках. Мы могли бы сделать это видео длиной минут в 40. У нас очень много материала. Всего мы отсняли 15 девчонок, и ни одна не ответила нам отказом. Согласны были все, вопрос был только в цене. Ну, морализаторством мы заниматься не будем, выводы, думаю, сделайте сами. Так что подписывайтесь на наш канал, рассказывайте друзьям. И мы снимем такое же видео, но на собеседование пригласим парней. Çabır çöp çöp. Çabarını mı çıkarıyor?